ИИ не умеет писать нормальный код для игры. Так я думал 3 месяца назад. А сегодня наша команда каждый день пишет с AI всю нашу новую игру. Фичи делаем быстрее и глубже, тесты пишутся сами и создаем игровые редакторы такой глубины, которые раньше не могли себе позволить. Но дело не в квот или в курсор, а дело в подходе. Он называется Unikit AI. Я покажу, почему это перевернуло нашу разработку и как ты можешь начать с этим уже сегодня. Поехали! В первую очередь я хочу рассказать про эволюцию подходов в разработке кода с помощью LLM-моделей. Первый подход это классический, когда мы просто запускаем агента, не настраиваем никаких ролей, никаких правил, просто пользуемся знаниями агента из коробки. При этом мы пишем какой-то один большой промпт в стиле «напиши мне игру», это должен быть шутер, у игрока должен быть инвентарь, пистолет, автомат и так далее. В первом промпте мы описываем глобальную игру, а в следующих промптах мы либо фиксим баги, либо дорабатываем новый функционал. Какие минусы у этого подхода? Самый главный минус — то, что мы получаем рандом. Если мы один и тот же промпт запустим в 10 агентах, мы получим абсолютно разный результат. Будут разные подходы, в том числе архитектурные. При этом, когда наша кодовая база будет расти, у нас будут появляться баги. Мы будем пробовать аналогичным образом с помощью промптов эти баги фиксить, и у нас будет возникать ситуация, то что каждый фикс будет порождать новые баги. Мы починим баг в одном месте, у нас отвалится что-то в другом. Следующий этап — это когда мы более осознанно подходим к настройке нашего агента. Здесь мы уже можем создать свои собственные скиллы, а также подтюнить память. У каждого агента своя точка входа — память. У Клода это файлик CloudMD. Сюда мы можем загнать такой промпт в стиле «ты крутой senior Unity developer, ты знаешь принципы Solid, KISS, пиши код красиво, классно, не фантазируй» и так далее. Мы можем сюда загнать еще краткие правила нашего проекта и правила фреймворков. Какие недостатки у этого подхода? Первое — засорение контекстного окна. Когда у нас много правил в отдельных файлах для наших фреймворков, и мы их прописываем в виде ссылок в файле CloudMD, то все эти правила автоматически подтягиваются во время старта сессии нашего агента. Мы еще не написали ни одного промпта, а у нас контекстное окно может быть занято более чем на 50%. Мы эту проблему решить можем следующим образом. Мы не будем делать прямые ссылки на правила в файле CloudMD, но мы будем эти файлики, ссылки на эти правила указывать в наших промптах для разработки кода, используя правила из такого-то файла. Таким образом, мы превращаемся в оператора ссылок. У нас этих файлов может быть 20-30. И в итоге у нас усложняется работа, теряется автоматизация. В общем, это сильно неприятная работа. Второе, что все вот такие промпты в стиле «возьми на себя роль senior разработчика, пиши код очень круто, ты знаешь, отлично заинжект» и так далее, они не влияют на качество кода, а только лишь меняют тон ответа модели. Модель будет писать код ровно так, как она обучена на различных других примерах кода. Она нам в конце, конечно, ответит, что она очень крутой разработчик, все там сделано по Solid и так далее, но по факту на конечный результат модели это не влияет. Следующий недостаток — это то, что в самом худшем случае этот подход может наследовать практически все проблемы предыдущего подхода. Следующий этап — это aspect-driven подход к разработке кода и динамическая память. Здесь я хочу остановиться, как я вообще к этому пришел. Буквально еще 3-4 месяца назад я находился на предыдущем этапе и активно искал, как можно внедрить LLM-модели в разработку кода именно для игрового движка Unity. Я уже использовал предыдущий подход для разработки бэкэндов и фронтендов, и в целом он себя достаточно неплохо показал. Но разработка игр, она более сложная. Если в бэкэнде и фронтенде мы можем сразу на уровне документации знать, какой у нас будет финальный результат и идти к нему, но в играх немножко другая ситуация. У нас все меняется. В начале геймдизайн у нас такой, потом в середине разработки что-то меняется, нужно делать по-другому. Более того, у нас там нужно настраивать сцены, префабы, тесты еще достаточно специфичным образом создаются и запускаются. В общем, это гораздо более сложный процесс, чем создание бэкэнда и фронтенда. И я очень скептично относился к LLM-моделям именно для разработки игр. Мне казалось, что они тогда не могут до конца справиться. Я им поручал там, может, буквально процентов 10 кода, какие-то очень элементарные задачи. И я себе ставил цель довести внедрение LLM в свою работу до такой степени, чтобы LLM писала как минимум 50% кода, а то и 70 и 80%.
И я стал задавать вопросы. Если в проекте агент будет писать более 50% кода, то как контролировать его качество? Как контролировать процесс написания этого кода? И как не упустить над ним контроль? То есть это должен быть не просто вайп-кодинг, нужен какой-то инженерный процесс, результат которого будет обеспечивать то качество или практически то качество, к которому я привык, создавая код руками. Вот это была моя главная цель и главный вопрос, как это реализовать. Первое, что я попробовал из сторонних инструментов, это фреймворк SpecKit от GitHub. Это один из первых фреймворков, который как раз таки предложил spec-driven подход для разработки кода. Причем любого без привязки к какой-либо предметной области. Я попробовал реализовать пару фичей с помощью данного фреймворка и сразу увидел рост качества кода по сравнению с предыдущим подходом. Потому что в нем на каждом этапе у нас есть документация, то есть план основывается на спецификации, таски основываются на плане и так далее. И на каждом этапе это все валидируется и перепроверяется. Но у этого подхода есть минусы для меня. Самый главный минус — это то, что для реализации одной фичи требуется очень много времени. И это обусловлено двумя факторами. Первое — то, что каждый скилл там генерирует очень много документов, они сами по себе жрут очень много токенов. А второе — то, что там каждый документ он требует валидации. Если мы создаем спецификацию, ее нужно провалидировать, что она соответствует там нашим представлениям. Если мы создаем план на основе спецификации, этот план тоже надо валидировать и дополнять там с помощью специальных скиллов, что он соответствует спецификации. Аналогично с разбитыми тасками, аналогично потом далее с выполненным кодом, что он всему соответствует. И вот это вот все в комплексе, большое количество генерируемых артефактов и вот это вот множество проверок, они очень сильно тормозят разработку. Кроме того, этот инструмент точно так же не решает проблему с добиванием контекста, если у нас очень много правил для наших фреймворков для разработки игры. Также я попробовал различные другие инструменты, которые тоже следуют spec-driven пайплайну, но они больше заточены именно под бэкэнд и фронтенд. Все равно вот проблемы, нюансы игровых движков они не решают. И по итогу, имея опыт взаимодействия с другими инструментами, фреймворками по spec-driven пайплайну, я решил сделать свой инструмент, который будет заточен именно под разработку игр, под конкретные игровые движки. Теперь кратко рассмотрим пайплайн работы в Unikit. Если его сравнивать со SpecKit, то у SpecKit очень много обязательных шагов. Например, невозможно построить план, пока мы не создадим спецификацию. Невозможно создать задачи для выполнения, пока у нас нету плана и так далее. И из-за этого работа со SpecKit, она очень медленная. В Unikit же только два обязательных шага. Это создание плана и выполнение плана через Unikit Implement. Но максимальный результат и максимальное качество можно получить, если пользоваться полным пайплайном Unikit. Например, с помощью скилла Unikit Explore мы можем проработать нашу фичу и выработать детальную техническую документацию для нашего планирования. Например, нам нужно создать какой-нибудь контроллер персонажа. При этом у нас пока что еще нет подробной технической документации, и мы на 100% не имеем представления, как контроллер будет выглядеть в нашей игре. В плане технической реализации. Этот скилл Unikit Explore на языке схем и диаграмм может показать, какие варианты развития вообще могут быть данной фичи в текущем проекте. Если вариантов реализации фичи несколько, допустим там 3 или 5, он про каждый вариант распишет, покажет его схему, нарисует схему потоков, как они будут идти, и напишет, какие есть плюсы, какие есть минусы. И в конце спросит, какой вариант выберете для реализации в проекте. И, соответственно, каждую фичу можно проработать достаточно глубоко и на выходе получить техническую документацию этой фичи, которую уже в свою очередь можно использовать при планировании. При этом план можно запускать даже не обязательно с помощью технической документации, а можно написать простой промпт в стиле «сделай мне контроллер персонажа, чтобы умел прыгать, плавать и так далее». Но качество результата работы в случае такого запуска будет достаточно низкий, потому что фреймворк не будет знать конкретной реализации. И он в 90% случаев примет решение за вас. То есть он выберет какой-то вариант и примет его решение. Если мы хотим проработать именно то решение, которое устраивает нас, и у нас еще нет технической документации, то вначале стоит идти в Unikit Explore. Следующий скилл — это Unikit Improve.
Когда агент сделает в первый раз план с помощью Unikit Plan, он будет далек от идеала. Более того, он также может содержать какие-то очевидные ошибки. Например, там будут какие-нибудь несуществующие API, которые он придумал, либо он учтет не все правила, которые описаны в проекте. Потому что природа LLM такова, что даже если мы опишем кучу правил, он следует этим правилам не на 100%. И чтобы устранить проблемы в нашем плане, требуется повторный анализ, а насколько соответствует данный план нашим правилам проекта, а насколько он соответствует технической документации, действительно ли он все учел. Поэтому, чтобы сделать такой анализ, запускается Unikit Improve. Он как раз его выполняет и редактирует план. И я рекомендую запускать Improve как минимум 1 раз, а лучше даже 2-3. Я обычно в своих проектах запускаю от 3 до 5 раз. Дальше мы уже запускаем Unikit Implement, который занимается реализацией уже кода из нашего плана. И это обязательный этап. Следующий необязательный этап — это Unikit Review. После того, как мы написали код, у нас опять же может возникнуть ситуация, то что наш написанный код не соответствует нашим правилам в каких-то моментах и так далее. И мы с помощью запуска данного скилла просим проверить написанный код, насколько он соответствует правилам проекта. И результаты вот этого Unikit Review мы можем применить к нашему коду через скилл Unikit Fix. И еще один необязательный скилл — это Unikit Verify. Что он делает? Он также, как и ревью, выполняет валидацию результатов. То есть он проверяет, насколько выполненный код соответствует нашему плану, действительно ли выполнены все пункты плана. А также он еще дополнительно проверяет, есть ли ошибки в консоли нашего игрового движка и не падают ли в ошибки наши тесты. Если есть какие-то проблемы, он о них сообщает. И опять же, эти проблемы можно закрыть с помощью Unikit Fix. Ну и есть скилл Unikit Commit, который просто помогает вам делать коммиты. Он правильно сделает разбивку всех измененных файлов в проекте, разобьет их на отдельные коммиты и сам предложит, какой комментарий к ним написать. Очень удобно, и благодаря этому скиллу я 90% коммитов я уже делаю с помощью агента. Следующий скилл — это Unikit Fix. С помощью этого скилла можно фиксить баги и какие-то проблемы. Сейчас я рассказывал, как с помощью фикса исправить проблемы из Review, из Verify, но также если мы находим в коде какие-то баги, в коде тестов, можно использовать этот скилл, описать ему баг, и он составит план исправления этого бага и пофиксит его. Кроме того, этот скилл в результате своей работы создаст файл патча. Это обычный текстовый файл, в котором будет подробное описание проблемы и как мы ее решили. И эти файлы патчей, они очень важны. Чем больше мы используем скилл Unikit Fix, тем больше патчей у нас накапливается, то есть растет у нас база знаний, как мы решаем конкретные проблемы в проекте. Когда у нас накопится достаточно патчей, можно запустить необязательный скилл Unikit Evolve. Что он будет делать? Он посмотрит на список патчей и на основе этих патчей создаст правила, которые он запишет в правила проекта. А также он сможет скорректировать работу скиллов в фреймворке. И так кратко выглядит цикл работы в Unikit. Следующий блок, который я хочу рассмотреть, это динамическая память. По сути, это правило фреймворка, которым он следует во время написания исследований, составления плана, улучшения плана и написания кода. Динамическая память делится на 3 части. Это core-часть, stack-часть и отдельный файлик rules.md. Core-часть фреймворк подтягивает всегда. Core-часть у нас отвечает за архитектуру проекта, за стиль кода, за написание тестов и за производительность. То есть там такие достаточно общие правила для проекта. Stack-часть, она описывает правила для каждого фреймворка. И создается по одному файлу правила для каждого фреймворка. Например, для Zenject zenject.md, для Unitask отдельный файл, для R3 тоже отдельный файлик. И есть файл rules.md, который является неким буфером. Сюда можно загонять вообще абсолютно любые правила, которые касаются как core архитектуры, так и каких-либо фреймворков. На этом файле можно тестировать какие-либо правила, смотреть, как они работают в проекте. И дальше с помощью специального скилла правила из rules.md можно автоматически перенести либо в core, либо в stack, когда они уже хорошо показали себя. И почему эта память называется динамической? Дело в том, что в этой области памяти может быть очень много файлов. Например, у нас может быть сотня правил для каких-либо фреймворков и ассетов, либо модулей в игровом движке. И если их все загружать одновременно в память, как это было в прошлых подходах,
то это не очень хорошо. А динамическая она потому, что у этих правил есть специальный индекс, и по этому индексу наш фреймворк на каждом этапе, допустим, на создании плана или на этапе исследования, в зависимости от той задачи, которую мы поставили нашему скиллу, он посмотрит, какой технологический стек требуется использовать, и в зависимости от этого он динамически подтянет только те правила из блока стек, которые ему реально нужны. То есть у нас могут быть сотни правил для разных фреймворков, но в текущем моменте при реализации какой-либо фичи будут подтягиваться только те правила, которые реально нужны. Таким образом, эта память, она как раз таки и работает по динамическому принципу. Подгружается не все, а только то, что нам нужно. И именно в конкретный момент времени. И еще очень важно, что из динамической памяти можно делать удаленный регистр правил. Он может быть в виде локальной папки или гид-репозитория. И вот эту локальную память из проекта мы можем синхронизировать с нашим регистром, и это тоже делается с помощью специальных скиллов. При этом с фреймворком поставляется официальный регистр правил, который находится в гите, и там уже подготовлено более сотни правил для всех игровых движков. Вы можете пользоваться официальными правилами, но можете создать свой регистр, который вы будете сами дорабатывать, дополнять и вести для него собственный гид-репозиторий. Также хочу сказать, что вы имеете возможность влиять на правила в официальном регистре. Если вам оно кажется не до конца проработанным, и вы его в своем проекте доведете до ума, то обязательно пишите мне, и я его добавлю в официальный регистр. Я вообще призываю именно так и делать. Чем больше мы нашим сообществом будем работать фреймворком Unikit и дорабатывать под него правила, тем сильнее мы станем. Также Unikit поддерживает 3 движка — это Unity, Unreal Engine и Godot 4. Под каждый движок была произведена адаптация работы скиллов, потому что у каждого движка есть свои нюансы. Какие агенты поддерживаются? Разработка фреймворка идет на Cloud-коде. У него самая полная поддержка, плюс у Cloud-кода есть уникальный функционал, которого нету у других агентов. Например, у него можно подменить системный промпт и запускать из агента сабагентов, то есть настраивать автоматические пайплайны. Также у него нет проблем запусков сабагентов и скиллов, потому что вот такие проблемы имеет, например, кодекс. В кодексе нужно прям явно указать, что нам нужно запустить сабагент. У него такая защита от дурака стоит, мне непонятная до сих пор. На всех указанных агентах я пробовал писать код, и какие есть подводные камни по каждому агенту, я у себя подробно описал в документации в гид-репозитории. Прошу немного вашего внимания. Unikit AI — это open source проект, и я его начал создавать параллельно вместе со своей новой игрой, и по итогу он превратился в рабочий инструмент. Сейчас самый простой способ помочь проекту — это поставить звезду на GitHub. Чем больше звезд, тем выше проект в поиске GitHub, и тем больше разработчиков о нем узнают, и тем быстрее он растет. Занимает всего 5 секунд и ничего не стоит, но при этом реально двигает проект. Справа от меня QR-код и будет ссылка под видео. Буду очень вам благодарен. Теперь поговорим, какие есть варианты внедрения Unikit AI в ваш проект, в зависимости от того, насколько вы доверяете агентским системам. Самый минимальный вариант внедрения — это пользоваться Unikit AI только для исследований. То есть с помощью скилла Unikit Explorer вы можете до любой глубины прорабатывать вашу техническую документацию. Вы можете прорабатывать технические решения. Агент может анализировать ваш текущий проект. Агент вам может указать на какие-либо неочевидные вещи, которые можно сделать в проекте, а также неочевидные пути решения вашей проблемы или вашей фичи. После этого вы получаете техническую документацию по реализации фичи, и по этой технической документации можно писать код самостоятельно. И даже такой минимальный уровень внедрения в ваш проект, он может принести вам огромную пользу. Следующий уровень внедрения — это когда мы используем не только исследования, но и закрываем рутину с помощью фреймворка. Что можем делать? Мы можем писать тесты, можем искать сложные баги, а также создавать инструменты редактора. И хочу заметить, что именно эти 3 задачи сейчас выполняются агентом максимально качественно. Как обычно происходит поиск багов, когда в игре нет тестов. То есть мы собираем билд, пробуем играть в нашу игру, взаимодействуя с нашим интерфейсом и так далее. Проблема этого подхода в том, что не все игровые тесты возможно потестить в ручном режиме. Иногда эти кейсы настолько сложны, что чтобы до них добраться, нужно выполнить очень большое количество уникальных условий, и не всегда игра это позволит нам сделать. Плюс это крайне утомительная задача.
И на далекую перспективу, если мы напишем тесты, то если эти тесты написаны качественно, то они снимают процентов 80 проблем ручного тестирования. И если раньше написание тестов было большой рутинной задачей, покрытием тестов занимались в основном только средние и крупные компании, но сейчас даже инди-разработчик, вооружившись агентом, может легко эти тесты писать. Причем писать их быстро и безболезненно. И с тестами есть еще другая проблема. Когда у нас меняется функционал игры, то приходится переписывать под функционалы наши тесты. И как вы понимаете, делать это руками тоже то еще удовольствие. Да, существует такой подход, как ТДД, когда вначале пишутся тесты, а потом под тесты пишется код. Но сейчас речь идет о классическом подходе у большинства инди-разработчиков. Но с помощью агента и фреймворка Unikit AI вы можете самостоятельно своими руками доработать функционал в коде. И когда сломаются ваши тесты, вы просто просите фреймворк эти тесты починить. Также фреймворк значительно ускоряет поиск багов в вашей игре. А раньше поиск багов мог затягиваться не просто на часы, а на целые дни и недели. С агентской системой этот процесс очень сильно упрощается. Достаточно просто писать баг нашему агенту и указать примерно в каких классах он может находиться. Но даже если мы не знаем примерно в каких классах, мы можем просто писать проблему. И здесь можно использовать Unikit Explorer для более детального изучения проблемы, либо Skill Unikit Fix. Я думаю, все пользовались таким инструментом дебага, как логирование. Теперь эта работа фактически автоматизирована. Агент может сам расставить логи, где ему нужно, сам прочитает консоль игрового движка и сделает из этого выводы. Причем автоматизацию поиска багов можно довести даже до такой степени, когда агент сам пишет логи, сам запускает игровой движок, автоматически считывает лог-файлы, останавливает движок, вносит изменения в код и снова запускает движок и смотрит, как его изменения повлияли на проблему. И следующее, с чем прекрасно справляется в текущем моменте агент, это создание инструментов редактора. Вот лично для меня это просто мега открытие. Даже если мы не доверяем написанию продуктового кода нашему агенту, то код инструментов редактора он может вообще никак не влиять на игру. Например, с помощью инструментов редактора можно настраивать различные конфиги в игре и делать редакторы уровней. При этом сам код инструментов редактора в игре использоваться никак не будет. В связи с этим требования к коду инструментов редактора они значительно ниже. Поэтому работу по созданию инструментов редактора очень легко полностью на 100% переложить на агента. И мы с командой в своей последней игре просто за милую душу этим пользуемся. Следующий уровень внедрения — это вайп-кодинг через инженерные рамки. На данном этапе весь код можно писать с помощью фреймворка, при этом фреймворк предоставляет нам удобный и понятный пайплайн, который повышает качество результата агента. При этом мы получаем все плюшки в виде исследований, создания редакторов и поиска багов, а также удобную динамическую память. Такой вариант может отлично подойти для геймджемов, а также если команда делает MVP или простой прототип, и сильно важна скорость, чтобы протестировать гипотезу. Следующая глубина внедрения Unikit — это его полное использование в качестве инженерного ядра проекта. Агент здесь встроен в пайплайн разработки целиком, а не вызывается точечно под отдельные задачи. И на этом уровне ключевую роль начинают играть документация проекта, архитектура и ревью кода. И все это держится на фундаменте опыта разработчика и геймдизайнера. И вот что здесь важно. Прежде чем приступать к созданию игры, нужно заранее продумать качественный геймдизайн-документ. То есть мы должны понять, что собой будет представлять игра, какие у нее будут механики, как она будет выглядеть, и собрать полноценный геймдизайн-документ, который потом можем подать на вход нашему фреймворку. И после того, как геймдизайн-документ проработан, разработчик переходит к детальной проработке архитектуры. И здесь мы решаем, какие подходы выбрать, что подходит проекту, а что не подходит, какие ассеты нам понадобятся, что будем писать сами, а что возьмем из готовых решений. Дальше нужно заранее продумать взаимодействие всех модулей в игре. Сначала мы мыслим глобально. У нас есть геймдизайн документ, и под него мы выстраиваем общую архитектуру. Определяем, какие модули нам нужны, исходя из наших технических требований. Проектируем интерфейсы и выделяем независимые модули и так далее. При подборе технологий важно понять, насколько они стыкуются между собой. Если что-то не сходится, мы должны понимать, чем это можно заменить и проработать альтернативные варианты. Когда вся эта работа проделана, у нас на руках оказывается геймдизайн-документ и предварительная техническая документация, которая описывает игру на текущем этапе. Дальше мы начинаем работать уже с этой технической документацией. На ее основе формируем дорожную карту, выделяем фичи и прорабатываем каждую из них через наш пайплайн. И вот здесь очень важный момент. После того, как агент написал код, на первых этапах разработчик обязательно должен этот код проверять, находить ошибки и проблемные места. А когда такие проблемы
найдены, нужно дорабатывать документацию и правила проекта, чтобы в следующий раз агент допускал меньше ошибок. Таким образом, по мере роста проекта улучшаются его правила и растет качество кода. В итоге во главе угла оказывается опыт геймдизайнера и опыт разработчика. И этот опыт никак не принижается. Наоборот, он играет ключевую роль. И именно этим данный уровень принципиально отличается от веб-кодинга. Здесь критически важен симбиоз сильного разработчика и фреймворка. Чем выше опыт разработчика и геймдизайнера, тем качественнее результат, который мы получаем на выходе. В следующих видео я подробно расскажу, как пользоваться фреймворком именно на этом уровне внедрения. И если понять этот цикл работы, то можно будет легко перенести этот опыт и на другие уровни. Если хочешь следить за развитием Unikit и закрытыми экспериментами с AI в геймдеве, у меня есть телеграм-канал, ссылка под видео. Там обновление фреймворка, новые подходы и кейсы из нашего проекта. Если хочешь поддержать финансово, то ссылка на Boosty тоже в описании. Но если можешь оставить только звезду на GitHub, то этого правда достаточно, и я буду очень рад. И это очень сильно поможет проекту.